Уважаемые участники конференции, организаторы, лекторы, присутствующие, уважаемый мастер Сюэминтан, разрешите представить в своем докладе прикладное применение имидж-медицины в такой области науки, как психотерапия и психология. В представленном докладе я бы хотела развернуть понятие «образ», которое мы применяем в консультативной и позитивной психотерапии. Почему выбор остановился на позитивной психотерапии? По нескольким причинам. Прежде всего, создатель, автор и основатель господин Пезешкиан был также духовным практиком, последователем Бахаулы, основателем религии Бахаи. И мы знаем, что практику всегда будет интереснее и понятнее разговаривать с практиком. Имидж-медицина глубоко интегрируется в позитивную психотерапию и наоборот, дополняют друг друга естественным образом. Я являюсь сертифицированным консультантом в данной области позитивной психотерапии несколько лет. Итак, мы говорим о том, что практике Чжуньюань Цигун 7000 лет, она впитала основу китайской философии, медицины и духовных практик, основана на триединстве. Чжуньюань Цигун рассматривает человеческий организм как единое целое. Регулируется не только физическое тело, но и его энергетическая и информационные части. Информационная часть регулируется и меняется образом или мыслеобразом. Что есть образ, мыслеобраз, как информация или тип знаний? Индивидуально воспринятый всеми органами чувств целостный образ предмета. Человек смотрит на предмет и воспринимает объект окружающей среды. В его голове формируется мысленный образ этого объекта, картинка в нашем уме различного формата. Кто-то видит картинку в форме 3D, а язык, на котором говорит наше сознание, подсознание, воображение, мечты. Мыслеобраз – это информация о состоянии человека, его настроения, здоровья, память всех событий жизни, восприятие, чтение и переложение на понятный язык наших снов, знаков, сказок, былин, метафора, пословица, поговорка, эссенция мудрости и опыта многих поколений в коллективных образах. Мы знаем художественные образы, технологические образы, философские образы новых смыслов, идеалов, ценностей, норм поведения, космологические образы, образы предков, ушедших родственников, информацию рода. Через образ мы обладаем памятью коллективного подсознательного. Духовно-религиозной концепции различных религиозных и обучающих школ говорят нам по образу, подобию, визуализируют образы божеств в буддийских школах. Многие образы описаны в священных писаниях и главных религиозных книгах. Язык общения с высшим миром, ритуальные образы, образы богов, божеств, святых, низшим миром, другими мирами. Мы понимаем эти образы через практики шаманов, медиумов, оракулов. Практика применяется в общении между мирами. Образ есть абсолютно все. Информационная картина внутреннего и внешнего мира, как ступень познания, технология обучения, форма знания, построение связей в полях личность я и другие, я Вселенная, Вселенная я. Если мы с вами проведем небольшой эксперимент, представьте на ладони лимон в 3D формате, желтый, пахнущий, сочный. Представьте, что вы укусили этот лимон. Почувствовали ли вы изменения во рту? Если да, то мы можем убедиться, что образ повлиял на наше физическое тело. Образная диагностика и получение образов в консультировании позитивной психотерапии происходит последовательно следующим образом. Основные этапы мы можем назвать. Первое – это расслабление физического тела консультанта и клиента, что мы с вами изучаем на первой и второй ступени Чжуньюань Цигун. Резонансная энергетическая сонастройка консультанта-клиента. Мы с вами это изучаем на второй ступени Чжуньюань Цигун. Внутренняя тишина консультанта. Здесь клиент может на данном этапе занимать пассивную позицию в процессе. Вторая ступень Чжуньюань Цигун. Получение состояния пустоты, паузы, остановки, во время которой происходит восприятие, считывание, получение образа, картинки, информации консультантом. Третья ступень Чжуньюань Цигун.
Интерпретация изменения образа применяется в школе Юань Цигун через второе сердце. Мы проходим это на второй ступени. Объем опыта, знаний, духа, чувства знания, практика консультанта. Это процесс когнитивного и индивидуального сознания консультанта, и изменение образа происходит как модификация, замещение, увеличение, уменьшение, адаптация, добавление, усечение, деление, стирание и так далее. Для данных процессов необходимо развитие способностей человека, таких как второе сердце, сила сознания, сила ума, третий глаз или глаз ума, ясновидение, третье ухо, яснослышание, умение строить связи не только в мире людей, но и в других мирах. Всему этому мы с вами обучаемся в школе Юань Цигун, и автор доклада научилась этому за 19 лет практики с мастером Сю Минтаном, используя технологии и методы обучения школы Юань Цигун в 3 направлениях – развивающем, имидж медицины и трансплантации знаний. Приведу практические примеры использования образов в консультировании. Обратилась молодая девушка. Она закончила только что школу и с детства мечтала стать актрисой, и она не поступила в театральный вуз. Она пришла в достаточно подавленном состоянии, чувствовала бессонницу, у нее было плохое самочувствие, отсутствие желания следить за внешностью. Несколько дней не ела, была бездеятельна, ограничена в контактах, проводила дома практически все время. И когда она обратилась, она сказала: я хотела стать актрисой с самого детства, я мечтала стать актрисой, я знаю, что я актриса. И она получила настолько сильный удар судьбоносный, что ее состояние физическое, ее состояние психоэмоциональное было достаточно тяжелым. Полученный образ – сбитая в полете птица, упавшая на землю с переломанным крылом. Конечно, были диагностированы образы в почках, в селезенке, в энергетической системе, но в данном вопросе мы рассмотрим информационный образ. Мы изменили образ. Актриса на сцене под рукоплескание огромного зала. Вера Комиссаржевская на сцене Петербурга. Театральная сцена. Кулисы – это моя жизнь. Отработали через образ новую программу поступления в новый вуз, в том числе образно мы читали стихотворения, басни, готовили рассказы через другие образы, данные нам в тексте, в работе. После работы по изменению образа девушка воспряла духом, преобразилась, почувствовала прилив энергии. Она стала активной, она восстановила занятия спортом, восстановила здоровое питание, желание красиво, стильно одеваться, стала готовиться к вступительным экзаменам, штудирование в группе, в индивидуальных программах поступления, достаточно активировала контакты с друзьями и отметила, что я верю в свои силы, у меня есть силы для достижения цели. Результат – поступление в театральный вуз Санкт-Петербурга. Обратилась женщина, 40 лет, медсестра. Она панически боится общения с коллегой, не может с ним поздороваться, тем более пожать ему руку. Если она садится с ним за один стол, то ее начинает охватывать паника, а тело ее напрягается, она чувствует сжатие в районе живота, она избегает встреч с этим коллегой, но, естественно, работая медсестрой и будучи во взаимодействии с остальными сотрудниками, это приносит достаточно плохие результаты для нее самой и для ее работы. Полученный образ при диагностике: жертва находит своего палача, жена синей бороды, ледяной страх, нож в спине.
Мы просто стирали эти образы до полного исчезновения, до пустоты, до чистого образа. Как результат, более спокойное восприятие коллеги, возможность приветствия его и отсутствие желания избегать. Обратилась женщина молодая, 36 лет. 18 лет назад умерла ее мама. И 18 лет она считает, что плохо закончила с ней отношения, испытывает чувство вины. Ее мучают сновидения, связанные с мамой. Ей достаточно тяжело в этом вопросе. И она сильно реагирует, ежедневно практически вспоминает. И надо представить себе, что настолько нерешенный вопрос, как он влияет на общее жизненное состояние этого человека в течение 18 лет. Полученный образ при диагностике: ребенок протягивает руки в пустую, темную, холодную комнату. И мы начинаем дополнять с ней образ. Ребенок протягивает руки к образу мамы, которая стоит у светлого распахнутого окна красивой, солнечной, теплой комнаты. И вдруг девушка в этот момент, работая внутри, в своем внутреннем пространстве, она понимает, что есть возможность контакта через образ мамы. И мы идем с ней дальше, мы модифицируем, меняем образ, сонастраиваемся. Мама разговаривает с ребенком, кормит сладостями, поет его теплым молочком, поет чаем. И здесь в этот момент девушка включается в эту работу и ведет внутренний разговор с образом мамы, в течение которого она проговаривает очень многие вещи, которые хотела бы сказать своей маме. И интересно было то, что в течение консультации, во время консультации она начинает преображаться. Совершенно очевидно, как энергия начинает быть совершенно другой, как работают органы более активно, как присутствует в ее психосоматическом пространстве облегчение, радость, успокоение. И когда мы закончили работу, то основным концептом этой работы стало восстановление связи, возможное установление связи с ушедшей мамой. И как результат, конечно, улучшение ее общего состояния, улучшение качества сна. Она переходит в позитив, прекращаются депрессионные настроения. И она понимает, что есть возможность жить совершенно в другой концепции в отношении ушедшей давно мамы. Консультация позитивной психотерапии в образах мы можем немножко проговорить вот такими короткими фразами. Нарисуем домик, будем жить. Дети не говорят «нет», они говорят «да, Илона, но знаешь, да, Илона, но зато думать хорошо, будет хорошо». Оптимизм заразителен. Позитивный образ – это позитивные чувства и эмоции. Это счастье, радость, удовлетворенность, умиротворение. Позитивный настрой повышает энергетику. Я всегда счастлив. Позитив – это отсутствие психотерапевта или консультанта позитивной психотерапии в жизни. Спасибо мастеру Сюминтану, организаторам, лекторам, участникам конференции. С уважением, Илона Алексеева.